Всем привет, дорогие мои девочки, мальчики. Я выезжаю. Что-то мне жарко. Что-то мне жарко. Надо куртку скинуть. Что-то мне жарко. Хотя бы так. Чтобы что. Сейчас нормально. Поехала к своим девчушкам, к своим девочкам. Сегодня я свободная, машина едет. И поеду к своим девочкам. Я, в принципе, каждый день бываю у них, каждый день с ними развлекаюсь. Какая бы я уставшая ни была, я всегда к ним заезжаю. Хоть на час, хоть на два. У меня не получается, правда, на меньшее время. Ну, на меньшее время, что туда ехать, правильно? Надо ехать, так ехать. Да, сегодня у нас тепло. 14 градусов, ну просто жара, могу сказать. Но перед моими девчонками надо мне заехать в один магазин и купить, если там я еще найду, для белья грязного коробку. Не коробку, а как корзину. Корзину для белья. Я ей одну купила, но там больше не было. Были другие. Поэтому сейчас заеду, посмотрю, может, появились те, которые были побольше. Какие у нас новости, девочки? Ну, особо никаких новостей у нас нет. Я вот еду снова в машине. Для любителей моих рассказов. Снова в машине. Викуся наша немножко похудела на 80 грамм. От своего веса, который она весила месяц назад. Значит, она похудела на 80 грамм. Не набрала ни граммульки, а наоборот похудела. Конечно, мы испереживались. Иди, пожалуйста. За это, потому что я тоже заметила, что она и так у нас худенькая, стройненькая, щупленькая такая. Но очень подвижная, активная. Очень активная. И чтобы... Давай, выезжай. Эй, выезжай. Не хочешь? Не надо. Если не хочешь, не надо. Поэтому мы переживали. Она кушает очень плохо. Я вам уже говорила. Она кушает очень плохо. Что бы ей ни дали. Она очень любит еду, которую едим мы. С ранних месяцев, потому что если мы еще могли ее обмануть ранним временем, допустим, вот не показывая вот так вот рукой, что можно отщипнуть, я вот так ей пальчиками еще крошу, чтобы, чтобы не подавилась, да, правильно, и так ей засовывала. Очень она любит мой хлеб тоже, мякушку, вот беру ей мякушку, хотя, да, мякушка вредная, но мой хлеб, он не вредный, он полезный для всех, кроме меня. Вот, поэтому она его очень любит и с удовольствием всегда ест. Мы ее обманываем этим хлебушком постоянно. Сейчас она научилась даже выплевывать. То есть, если вдруг залетела к ней щепотка чего-то, того, чего она не желала, то она вот так раз его и сразу выплевывает. Научилась она уже выплевывать. То раньше мы говорили, хорошо, что она еще не умеет выплевывать, а мы можем ей все запихать. Она может хмуриться, она может так делать, но уже во рту приходится жевать. Поэтому она жевала. А сейчас иногда прям вообще не получается. Вот выплюнет и все. Но доктор сказал, педиатр сказал, давать ей все, что она хочет, никакого времени не соблюдать. И
кусками, пусть ест кусками. Ну, естественно, ей уже 11-й месяц. Конечно, она уже должна и кусками кушать, и ложками. Ну, в общем, ложка ей не нравится. Она когда видит, она хочет то, что мы вот едим. Все это она хочет, в общем. Мы стараемся ей это давать по возможности, конечно. И она очень любит мясо. Пасту она не очень любит. Я говорю, ну все, она ж примесь с Кавказом, поэтому она не любит пасту, макароны, а любит мясо. Мясо ей подавайте и все. Так что даем ей мясо в любом виде и делаем ей котлетки с овощами, и делаем ей такое отварное мяско с бульоном. Ну, как мы же умеем делать супчики, я ей делаю, Милана ей уже делает все. Милана вообще за ее рационом следит настолько, что и заготовки, и заморозки, и в свежем виде, и вот ну, все, что возможно, и все, что она видит возможное, еще что-то посоветуется со мной, и, конечно же, ей все дает. Не то, чтобы ей сейчас была охота или не охота, вот она все дает. Ой, такое движение здесь. Всевозможные печеньки, печенюшки, сухарики вот эти кукурузные, то, что они любят детские, естественно, покупают в санитарном магазине, все для детей, по возрасту, соответственно, и, конечно, ей это все тоже нравится. Соки вот такие, которые выжимают, она очень любит, потом пюрешечки разнообразные, тоже очень любит, творожные все, йогурты тоже очень любит. Вот эти вот выдавливающие, которые ей уже сейчас это все давно можно, конечно, и она это все тоже любит. Поэтому, ну, думаю, будет все нормально. Педиатр сказал, что хорошо, что она выросла в сантиметре, а то была бы проблема. Я говорю, задолбали вы со своими проблемами уже, что в утробе проблемы были, что сейчас теперь, говорит, проблема была бы. Слава богу, ее нет. Сдали анализ мочи. Такая смешная. Там такие приспособления для новорожденных сдавать мочу. Это вообще что только не придумали. Вообще я, конечно, смешно мне, но Милана это все делает. Это все делает, приспосабливается, покупает. И, в общем, 2 штучки испортила. Там какие-то наклеивающие такие контейнера, пакетики. И туда надо, значит, чтобы она сходила и потом это все перелить в баночку, закрытую, в общем, и отнести. Слава богу, на 3-й раз у них получилось. Но она еще до этого сдавала тоже, поэтому она уже с этим делом была знакома. Пытается разговаривать, очень хорошо говорит мама, она даже не многослоговые звуки, а просто мама, чисто мама. Она всех сейчас старается мама называть, когда хочет позвать. Мама, ей это, видимо, легче. И меня мама, и Массиму говорит мама. Вместо дедушки говорит мама. И, ну, в общем, она хочет внимания, она всем говорит мама. Даже прохожим говорит мама, мама. Мама, она вот так, мама, ну что ты на меня типа не смотришь, да? Вот так вот, смешная такая. Ну, я думаю, все будет хорошо. Сейчас еще момент такой, быстрее бы уже она вот и понимает она уже все, но вот прям чтобы отвечала в смысле, если спросишь, хочешь кушать, чтобы она хотя бы головой уже кивала, и тогда мы будем ей давать все, что она захочет. Потом девочки у меня поинтересовались, как же я люблю отдыхать. Ходите в коммерческий центр, шопиться, не шопиться. В общем, как я люблю отдыхать. Какой у меня бывает отдых.
Сейчас я вам расскажу, какой у меня бывает отдых и как я люблю, я про себя буду говорить, люблю отдыхать. Я очень люблю быть дома. Дома, то есть или на своей кухне, в своем доме, где бы я ни жила. И когда я жила в молодости в общежитии, и когда я жила на квартире, и когда, в общем, всю свою жизнь я очень люблю. Я вообще такой домашний человек, и мне очень нравится находиться дома. Многие любят выходить в бар, многие любят выходить в коммерческий центр, но, девочки, коммерческий центр для меня не отдых, никакой абсолютно не отдых, потому что, вот представьте, там какое бывает столпотворение людей, и как там можно отдохнуть? Туда иду, если мне надо что-то купить или что-то присмотреть. Вот я уже выбегаю обратно с магазина, где я должна была что-то купить, но то, что мне надо было, я не нашла. Быстро купила 2 контейнера для специй. Милане их покажу, если захочет оставить, нет, себе заберу. И все, и шум, гам, люди, это для меня не отдых. Ну и все. И вот я выезжаю. Си. Место хочет мое. Уже забился. Парковка уже забилась. Поэтому какой здесь может быть отдых, девочки? Конечно, никакой. Окей. Вот, быстренько зашла, целенаправленно, что надо, что то взяла, пробежалась по нужному ряду. Я даже весь магазин не стала обходить. Ну и с ребенком тоже, когда мы вот так идем погулять, то надо за ребенком смотреть, то надо ходить дальше смотреть. И, в общем, это тоже я не считаю отдыхом. Мы выгуливаем ребенка, развлекаем ребенка. Так что это тоже не отдых. Видите, какое у нас солнышко. Поэтому для меня отдых дома. Уберу быстренько дом, сделаю чистенькую, красивенькую, аккуратненькую, приятную атмосферу. Ну, давайте я тоже проеду, будьте так. Ой, не надо мне поворачивать, я ошиблась. Вот, все, хорошо, спасибо всем. Создам себе атмосферу чистенькую, аккуратненькую, включу свои фильмы любимые, турецкие, наши, не наши. В общем, быть дома в теплой атмосфере, которая нравится мне, кофеек пить, лежать, отдыхать. Я очень наслаждаюсь, когда я все переделаю дома и буду уставшая, и лягу, и буду отдыхать. Вот тогда я выдыхаю и говорю: ах, теперь можно уже и отдохнуть. Вот это мой отдых. Смотреть фильмы, монтировать видео для вас, мои девочки. Если я что-то наснимала, надо монтировать видео. А как же, это тоже хоть и работа, но мне это нравится. Поэтому, ух, какая стоять. Летит прям гордой походкой. Так что, девочки, мне нравится быть дома. В чистой, приятной обстановке, душевной. Закрыть занавесочки люблю. Не полумрак, а просто люблю, чтобы так закрыть занавесочки, если это уже ближе к вечеру. Днем я люблю свет. Люблю много света. И вот так наслаждаюсь. Люблю готовить. Это для меня тоже отдых. Люблю печь хлеб. Это для меня вообще райское наслаждение. Вот это вот само тесто, процесс вытягивания, складывания.
просто обожаю это делать. Но сейчас я это делаю очень редко. Так что наслаждаюсь я своим диваном, кофе и своими фильмами. Конечно, я в выходные, Массимо же тоже работает в субботу, и, конечно, я все равно езжу к Викуле, играю с Викулей. Конечно, в гости ходить я тоже люблю, но здесь мои гости бывают это к моей дочери. Здесь особо не разгуляешься в гости, потому что народ работает. В воскресенье надо посвятить, субботу, воскресенье своему дому, своим делам. Я в течение недели бываю все время у Миланы, у дочери своей, кто не знает. Поэтому в субботу, воскресенье по гостям мы не ходим. Вообще у итальянцев в субботу, воскресенье по гостям не ходят. Они, знаете, да, они назначают, звонят, они назначают время, день, кому, когда удобно, во сколько прийти, и все. Кстати, девочки, недавно на той неделе мы ходили, вот нас пригласили, и мы пошли. Мы ходили к нашим девчонкам, где я работала. Они хотели, у них было мало времени, чтобы к нам прийти. Они приходят часто и к нам, тоже я вам говорила. Но сейчас они позвали нас, потому что им надо было через часа полтора уходить. Поэтому они позвали нас к себе в гости. И очень меня попросили, чтобы я им приготовила вот эти картофельные клёцки, которые мы любим, и они любят, все любят, итальянцы, эти картофельные клёцки в духовке, которые я недавно готовила для наших тоже к нам, когда приходили. Вообще это такое горячее блюдо, его очень любят делать по воскресеньям, для всей семьи, и угощать тоже любят, поэтому они видео мои же смотрят, и они увидели, говорят: ой, какие вкусные, наверное, я представляю, как-нибудь ты нам сделаешь. Я говорю: конечно, сделаю. Ну и вот они меня позвали же в гости с Миланой, с Викусей, и пока они там играли, развлекались, я быстренько им сделала эти клёцки. Gnocchi они называются. Gnocchi di patate al forno, в духовке. Вот в этих не чугунных, а глиняных запекла тоже. 4 такие штучки. Ну, был килограмм этих клёцок было, поэтому достаточно. Они очень сытные бывают, еще и с моцареллой внутри. Соус этот помидорный, томатный. Короче, было им очень вкусно. Они мне потом сказали, написали, говорит: Джованна, было очень вкусно, как всегда. Спасибо тебе большое. Увидимся, типа, скоро очень. До скорой встречи. Вот, точный перевод: до скорой встречи. Да, я говорю, я очень рада, что вам понравилось. Мне очень приятно. Так что мы видимся, да, мы видимся часто. Единственное, что я, видите, не могу быть сейчас привязана к какой-либо работе, вот так вот, как я у них работала почти, не почти, а 18 лет я у них отработала, как бы по контракту, по времени. Это я не могу сделать, как я сейчас делаю, позвоню и скажу: я сегодня не приду. А там нельзя было так делать, так как были эти дети, 3 детей, дом, все хозяйство, все было на мне. И поэтому так не сделаешь. А сейчас я делаю как хочу. То есть, ну, я уже и по возрасту стала другой, чем 20 лет назад. Да, поэтому нормально, мне так нормально, слава богу. Главное, чтобы было здоровье, да, сейчас здоровье самое главное. В нашем возрасте здоровечко самое главное, девочки. Поэтому берегите себя. Давайте я уже буду заканчивать свое видео. Берегите себя, не болейте, пожалуйста. Расскажите вы тоже мне, как вы любите проводить свой отдых. Я уже сказала, да, что по гостям особо здесь не походишь. Конечно, когда я бываю дома в России, я хожу по гостям тех самых близких, дорогих мне людей, которых я давно не видела, которые тоже меня ждут и любят.
и хотят со мной провести время. Это, безусловно, наслаждаюсь. Да, этим я наслаждаюсь и хожу по гостям. Люблю ходить по гостям. А здесь люблю быть дома. Люблю быть дома, спокойно. Я уже повторилась много раз. Так что, девочки мои дорогие, расскажите вы мне тоже, что вы любите, как любите проводить время. Может, какие-то вопросы у вас будут, пожалуйста, напишите, что вас интересует, я снова вам расскажу. И давайте я на этом тогда буду заканчивать уже свое видео, дорогие мои девочки. Спасибо вам всем огромное, что вы со мной, что вы пишете мне всегда одни и те же, мои родные, мои девочки, моя уже онлайн-семья. Я вам всем очень благодарна и буду всегда благодарна за вашу поддержку. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.